В этот день Лондон пал без единого выстрела. Произошло это в театре Ковент-Гарден. В 1956 году, в самый разгар холодной войны, в зрительном зале было жарко. Он буквально ломился, люди стояли в проходах между рядами, сидели перед оркестровой ямой, свисали с балконов. Перед началом спектакля зрительный зал приветствовал королеву Великобритании Елизавету II. Также чинно они должны были ее и проводить. Но по окончании спектакля зрители бросились к сцене, все вызывая и вызывая Галину Уланову на бис. Королева вынуждена была уйти по-английски. Такой ажиотаж вызвали у лондонской публики гастроли балета Большого театра. Это был личный триумф Галины Сергеевны Улановой, потому что ее уже знали за рубежом. Она еще в 1951 году принимала участие на фестивале «14-й Флорентийский май», и они уже писали восторженные статьи, и все ждали, конечно, именно Уланову. И английские критики писали, что это второе нашествие русских после дягилевских сезонов. Аплодисменты длились 45 минут. Это был невероятный успех. И когда уже на сцену вышли поздравлять всех артистов, прима-балерина английского балета Марго Фонтейн, она подошла к Улановой, упала перед ней на колени и поцеловала ей руки. Другая европейская столица пала под натиском русского искусства еще за полвека до этого. Реакция парижской публики трудно назвать какой-то сдержанной. Действительно, было очень яркое открытие для Парижа. Париж действительно, можно сказать, сошел с ума. От разнообразия спектаклей, от разнообразия декораций, от удивительного такого откровения русского искусства, которое буквально обрушилось на парижскую публику. Ведь действительно парижане, наверное, совершенно специфически воспринимали и русских, и русское искусство. Могли ли они подумать, что здесь есть и такая музыка, и такая необычная живопись, которая опережает время или идет в ногу со временем, открывает это искусство новое для столицы Европы, для Парижа. Все это о балетных сезонах Сергея Дягилева. Тогда настоящим открытием для публики стал Вацлав Нижинский. До этого мужчины в балете были персонажами второстепенными, эдакими живыми подставками под танцовщиц. Но этот человек в трико совершил революцию без единого выстрела. Вацлав Нижинский – это партии совершенно необычного репертуара. Это необычный тип танцовщика, который исполняет каких-то рабов. Не то он золотой, не то он смуглый, не то он синий. Нижинский выходит каким-то фавном, Нижинский выходит петрушкой. И, конечно, его фантастический по тем временам прыжок. Это такой прыжок, называется трамплин. Он буквально вот завис в воздухе. Рядом с ярким сиянием таланта Нижинского были и такие величины танцевального мира, как Анна Павлова и Тамара Корсавина. Обе эти танцовщицы уже были признанными примами в Мариинском театре. Но сезон Анны Павловой в Париже, он был первым и последним в рамках дягилевских сезонов. Корсавина же стала примой фактически на весь вот этот большой срок 20 лет, когда Дягилев был королем импресарио в Европе и во всем мире со своими танцевальными сезонами балетными. Покорялись за границу не только танцем, но и драматическим искусством. В 1922-23 годах Константин Станиславский совершил свое первое и последнее турне по США с Московским художественным театром. Гастроли оказались настолько удачными, что в Штатах возникла театральная школа по системе Константина Сергеевича. Обучались по ней такие актеры, как Роберт Де Ниро, Мелани Гриффит, Элизабет Тейлор и Марлон Брандо.
Будьте моим другом. Крестный отец. Хорошо. Когда-нибудь, может быть, такой день никогда и не придет, я попрошу тебя какой-нибудь услуги. Услугу, которую оказали русские деятели искусства Западу, бесценна. Там в разное время творили Михаил Чехов, Федор Шаляпин, Рудольф Нуриев. И все они стали настоящим откровением для иностранной публики. Ведь оказалось, что Россия – это не страна вечных снегов и злых медведей, но родина великого искусства. И с этим сегодня уже никто не может спорить.